Всем привет, с вами Легендас, и это новое видео. Дойдя до 180 этажа башни Ширайрю фатальной сложности, как и 90% игроков, я столкнулся с проблемой прохождения данных боссов. В этом видео будет полный гайд прохождения боссов с описанием всех тактик и нюансов, который состоит из нескольких этапов. Это разбор способностей боссов, подбор персонажей, прокачка талантов и тактика. И давайте посмотрим на стандартную ситуацию, которая происходит в битве с ними. Сейчас мы с вами наблюдали абсолютно стандартную ситуацию во время боя с данными боссами. И эта ситуация повторяется раз за разом и похожа на замкнутый круг. Многие после нескольких попыток просто отчаиваются дальше проходить и ставят на этом точку и думают, что данных боссов пройти невозможно. И каждый раз в свое оправдание они утверждают следующее: что данных боссов пройти невозможно без полностью прокачанных алмазных карт 10-го слияния и со снаряжением из башни, потому что очень предвзято относятся к данной игре и считают, что это обычный кликер, который не требует знаний и умений. И все зависит только от удачи. Именно для тех, кто придерживается данной точки зрения, я сейчас хочу показать команду, которой я прошел данных боссов. Многие, увидев эту команду, скажут, что это фейк, и такой командой пройти невозможно. Но спешу вас расстроить. Данную битву я проходил в прямом эфире на стриме со своими подписчиками, которые наблюдали все мои попытки и выстраивание тактики против данных боссов. Полная версия боя с данными боссами вы сможете посмотреть на моем канале в плейлисте, который называется «Башня Ширайрю на стриме», где я в прямом эфире с самого начала проходил башню Ширайрю на данном аккаунте. Первое, что нужно сделать, это как следует изучить противника. Только зная его сильные и слабые стороны, возможно его победить. И начнем мы со Скорпиона Холодная война, который имеет в снаряжении клинки Мурамаса, которые дают данному боссу блок брейкер на обычные атаки, и таким образом он становится очень опасным противником, не давая вам возможности заблокировать его атаки. Также босс имеет снаряжение Адские цепи призрака, который имеет следующие эффекты. При использовании спецприема 1 противник будет истощен. Таким образом, прессинг данного босса увеличивается еще сильнее по отношению к вам. Также на 10-м слиянии данное снаряжение при смене противника есть 50% вероятность, Скорпион вернет вас обратно в бой, оглушая вас на 3 секунды, не давая таким образом произвести замену персонажа. И последний пункт, чем еще опасен Скорпион Холодная война, это наличием снаряжения Обжигающая месть призрака.
В комплекте с адскими цепями призрака босс Скорпион Холодная Война может сделать бруталити в середине боя на противнике, у которого 30 или меньше процентов здоровья, и мгновенно его нокаутировать. Также босс Скорпион Холодная Война очень опасен тем, если он наберет второй спецприем и использует его против вас. Он нанесет огромный урон всей команде противника и повесит на себя щит на 10 секунд, который уменьшает весь входящий урон на 90%. Рассмотрим следующего босса Скорпиона Порождение Ада. Как вы уже заметили, у данного босса также имеются два снаряжения. Это адские цепи призрака и обжигающая месть призрака, которая дает возможность сделать бруталити на противнике, у которого 30% здоровья и меньше. Также сильной стороной Скорпиона Порождение Ада это иммунитет к критическому урону, который уменьшает весь входящий урон очень сильно. Также Скорпион Порождение Ада имеет на втором спецприеме блок брекер, и поэтому ни в коем случае нельзя давать ему накапливать 2 единицы энергии силы, чтобы босс не смог вас контратаковать и нанести вам огромный урон. А теперь давайте рассмотрим последнего босса данной команды. Это Скорпион ударной группы. Как вы уже видите, он также имеет снаряжение адские цепи призрака, которые не будут давать вам производить замену. И также при использовании спецприема 1 будет истощать энергию противника. Также снаряжение пожарный колокол, которое дает Скорпиону из ударной группы повышенный шанс критического удара по противнику и увеличение урона от основных атак на 100% по цели с эффектом огня. Самой сильной стороной босса Скорпиона ударной группы является его пассивная способность, с помощью которой один раз за битву Скорпион из ударной группы спасает от смертельного удара одного из напарников команды, вступая в бой и истощая при этом противника. Также, за что ненавидят Скорпиона из ударной группы, это за его спецприем номер 2, который накладывает эффект лечения. В данном случае эффект лечения у босса достигает невероятных цифр, перекрывает любой входящий урон. Просто невозможно победить, и ни в коем случае ему нельзя позволять накапливать 2 шкалы энергии силы и использовать второй спецприем. Давайте подведем общие итоги, что мы узнали о боссах. Первое. Не давать накапливать энергию и использовать второй спецприем. Второе. Не пытаться произвести замену персонажа, так как ваш персонаж будет притянут обратно в бой и оглушен на 3 секунды. Под этим эффектом вашего персонажа нокаутируют очень быстро. Узнав о способностях боссов, мы переходим к следующему этапу, это подбор персонажей, в котором мы также подробно разберем все нюансы данного боя и преимущества в использовании данных персонажей, которых я выбрал. И первый персонаж, которого мы рассмотрим, это Джонни Кейдж Combat Cup, который является обязательным для прохождения данных боссов для слабых аккаунтов, который имеет самую быструю скорость атаки из всех спецназовцев, имеет очень маленький тайминг восстановления между сериями, благодаря чему на противника можно оказывать очень сильный атакующий прессинг из непрерывных атак. А также Джонни Кейдж Combat Cup имеет очень сильную пассивную способность. При попытке смены бойцов соперника имеется 50% вероятность, противник будет оглушен на 4 секунды. Многие игроки очень недооценивают данный бонус и считают его пассивную способность не очень полезной. Я же считаю, что данная пассивная способность очень сильно облегчает бои, дает огромные преимущества перед противником, который намного сильнее вас. Именно в этом бою пассивная способность Джонни Кейджа Combat Cup уравнивает шансы
с командой противника, которая также не дает вам производить замену и оглушает вас. Следующее, что может быть очень полезным в данном персонаже, это истощение на первом спецприеме и очень быстрый набор энергии, который очень сильно помогает в бою против мастеров единоборств, у которых быстрая атака и быстрый набор энергии. А теперь рассмотрим следующего персонажа из моей команды. Это Скорпион Ниндзюцу. Данный персонаж не является обязательным в команде для того, чтобы пройти данных боссов. В моем случае я выбрал этого персонажа, потому что на моем аккаунте это был самый сильный и самый прокачанный персонаж из всей коллекции, который также обладает быстрыми ударами, маленькими таймингами между сериями и хороший набор энергии, что позволяет осуществлять хороший прессинг на противника и наносить ему урон. Следующий обязательный персонаж, который необходим нам для прохождения данных боссов, это Эрмак Классический. Благодаря своей пассивной способности Эрмак Классический наносит урон в процентном соотношении. И данный эффект не является постепенным уроном, а является аурой и действует на боссов. Чем больше здоровья у противника, тем более эффективно реализовывает свой урон Эрмак Классический. Если Эрмак Классический был нокаутирован в начале раунда, пассивная способность Эрмака продолжает работать первые 30 секунд, несмотря ни на что, и продолжает наносить урон всей команде противника. Урон пассивной способности Эрмака Классического не зависит ни от уровня слияния, ни от уровня прокачки персонажа. Она фиксирована, отнимает 10% от максимального количества здоровья за 30 секунд боя. Для того, чтобы реализовывать полный урон Эрмака Классического, необходимо продержаться как минимум 30 секунд боя. В данном бою основной урон будет наносить именно Эрмак Классический, потому что за первые 30 секунд боя он нанесет 1 миллион 440 тысяч общего урона по всей команде противника. Если вы новичок или только недавно начали играть в игру Mortal Kombat Mobile и не знаете, как и где приобрести Эрмака Классического, приобрести данного персонажа можно в магазине фракций за 1600 кровавых кристаллов. Как же получить эти кровавые кристаллы? Для этого вам необходимо играть в битву фракций и минимум достигнуть рейтинга «Серебряный боец» 2 уровня, благодаря которому в конце сезона вы получите 150 кровавых кристаллов. Получив рейтинг «Серебряный боец» 2 уровня, вы наберете больше 100 тысяч кунаев, благодаря чему сможете выполнить несколько целей сезона, которые дополнительно дадут вам 155 кровавых кристаллов. В общей сумме в конце сезона вы сможете получить 255 кровавых кристаллов. И за 7 сезонов или 21 день вы сможете накопить на Эрмака Классического. Разобрав все пассивные способности нашей команды, все их преимущества в данном бою, мы переходим к следующему этапу – подбор снаряжения для персонажей, который будет максимально эффективный в битве с боссом. Основной приоритет снаряжения для Johnny Cage Combat Cup – это блокбрейкер с максимальным значением, насколько это возможно, либо с минимальным значением, который должен быть выше 50%. В противном случае вы не сможете осуществлять стабильный прессинг босса, который очень часто будет вас контратаковать. А также необходимо повысить максимальное количество здоровья, насколько это возможно, для того, чтобы лучше выживать в бою. Если у вас очень плохо со снаряжением и у вас блокбрейкер с очень низким значением, можно использовать такого персонажа, как Кейси Кейдж, спецагент, который увеличивает шанс на пробивание блока на 25%
для всех спецназовцев в команде, каким и является Johnny Cage Combat Cup. Таким образом вы сможете дополнительно увеличить ваши шансы. Если у вас есть прокачанное снаряжение и прокачанный блокбрейкер, и у вас есть снаряжение Адская цепь призрака, я рекомендую ставить данное снаряжение. С данным снаряжением при использовании первого спецприема Johnny Cage Combat Cup будет иметь двойной эффект истощения и удвоенные шансы наложить на противника эффект ловушка, что не даст ему смениться на другого противника. На остальных двух персонажей в команде, это Скорпион Ниндзюцу и Эрмак классический, снаряжения подобраны абсолютно идентично. Это блокбрейкер с максимальным значением, броня на максимальную прибавку здоровья и аксессуар, увеличивающий накопление энергии. Подобрав снаряжение для команды, мы переходим к следующему пункту – прокачка талантов. На данных скриншотах вы сможете увидеть прокачку моих талантов, но подробно я о них рассказывать не буду, только пройдусь по самым ключевым талантам, которые необходимы для прохождения башни Ширай-Рю. И в ветке защита это два ключевых таланта – призрак и учение Шинока. Следующую ветку, которую необходимо прокачать, это ветка поддержка, в которой также очень много ключевых талантов, которые необходимо прокачать и которые очень эффективно будут помогать нам в битве с боссами. Стойка всадника, командная работа, медитация, очень важный талант – удары в слабое место при использовании спецприема с истощением будет накладывать на противника эффект ловушки и не даст возможности ему смениться. И талант собранность, который будет экономить нам энергию. Пункт талантов мы рассмотрели полностью, какие нужно прокачивать для прохождения битвы с данными боссами. И переходим к самому интересному пункту – тактика. Тактика данного боя определяется следующими моментами. Это ключевые приоритетные цели, такие как Скорпион из ударной группы, которого по необходимости нужно нокаутировать в первую очередь. Но на первых боях это будет сделать довольно-таки проблематично, потому что Скорпион из ударной группы выходит в бой крайне редко, только тогда, когда у него уже накоплен второй спецприем. Если у вас слабо прокачанный аккаунт и маленький урон у персонажей, как в моем случае, вам необходимо следовать следующей тактике. Начав бой, вам необходимо как можно быстрее набрать энергию на первый спецприем у Johnny Cage Combat Cup и истощить Скорпиона Холодная война, для того чтобы он не смог применить спецприем против вас, а также повесить на него эффект ловушка, для того чтобы он не мог смениться. После проделанных манипуляций вам необходимо продержаться как минимум 30 секунд боя, а затем быстро проиграть бой, пока на Скорпионе Холодная война не исчез эффект ловушки. За это время классический Эрмак нанесет 10% урона от максимального количества здоровья всей команде противника. Вам следует повторять данное действие до тех пор, пока у противников не останется 10% здоровья. Вам нужно будет переходить на следующую фазу боя. На следующей фазе боя, когда у всех противников остается малое количество здоровья, происходит следующая ситуация. Вы добиваете одного из боссов, но его спасает Скорпион из ударной группы и входит в бой, и при этом истощает вашего персонажа. К
К такой ситуации нужно быть заранее подготовленным. В противном случае может произойти такая ситуация, как в данном бою сейчас. У меня не хватило энергии для того, чтобы повесить эффект ловушка на босса и не дать ему поменяться. Скорпион из ударной группы произвел замену, накопил энергию, войдя в бой, использовал второй спецприем и начал активно лечиться. Если у вас произошла подобная ситуация и вы находитесь на второй фазе, когда у всех боссов 10% здоровья, вам необходимо нажать на иконку «Пауза» посередине экрана и нажать «Выход из боя». Данное действие необходимо сделать для того, чтобы не дать отличиться Скорпиону из ударной группы. В противном случае этот бой будет длиться бесконечно и вы не сможете победить. Лучше потратить одну попытку и перезапустить бой, чем потратить 10 попыток для того, чтобы понизить уровень здоровья боссу Скорпиону ударной группы. На второй фазе боя, когда у противников остается 10% здоровья, необходимо сделать следующие действия. Максимально быстро накопить энергию и истощить Скорпиона холодная война. После этого продолжать наносить урон боссу, но не тратя энергии. Это нужно для того, что когда вы добьете босса и его спасет Скорпион из ударной группы, он истощит вас, но истощит не полностью вашу энергию, а лишь только одну единицу шкалы. В таком случае у вас будет запас энергии для того, чтобы максимально быстро истощить Скорпиона из ударной группы, не дав ему использовать второй спецприем и отличить себя. После этого ваша самая главная задача — это постоянно истощать Скорпиона из ударной группы и по возможности повесить на него эффект ловушка, чтобы не дать поменяться. Вся суть данного боя сводится к тому, чтобы добить первым Скорпиона из ударной группы, который спасает своих напарников по команде. Если этого не сделать, то бой будет продолжаться по зацикленному кругу. Как только вы добьете босса Скорпиона из ударной группы, остальные два босса падут очень быстро. Ну что ж, вот таким невероятным был бой башни Ширай-Рю фатальной сложности. Есть выражение, которое мне очень нравится и стало моим принципом. Каждое поражение — это шаг к победе. И у каждого свой путь к победе. У кого-то длиннее, у кого короче. Ну а я вам желаю не отчаиваться и верить в себя. И никогда не сдаваться. Проиграй бой, чтобы выиграть войну. Ну и как всегда по традиции, посмотрел ролик, оставь комментарий. Понравился ролик? Поставь лайк. Очень понравилось? Подпишись. А также подпишись на мой второй YouTube канал, где я провожу стримы на разные игры. А также не забывай про моих друзей. Ссылка в описании.